Здравствуйте! С вами программа «Разговор у камина». Простым языком о сложных вещах. Итак, наша сегодняшняя программа «Статус человека». Смотрите, в нашем государстве, в Российской Федерации, присутствует основополагающий закон. Это Конституция Российской Федерации. И в данном законе говорится о правах и свободах в первую очередь. Но, так как наши чиновники рассматривают закон побуквенно, то, соответственно, те права и свободы, которые распространяются на человека, могут быть восприняты неправильно. И, соответственно, статус человека является той неотъемлемой частью, которая доказывает то, что вы действительно являетесь человеком. Точно так же в Конституции Российской Федерации присутствует такое понятие, как гражданин. Но, к сожалению, на данном этапе наше государство не дало нам никакого бумажного подтверждения, что мы являемся гражданами Российской Федерации. То есть статус гражданина у нас отсутствует как факт. Ни одно из министерств, ни одно из подразделений МВД не может подтвердить о том, что мы являемся люди гражданами. Являются гражданами Российской Потому Федерации. что никто не прошел процедуру вступления. Но никто и не проходил процедуру выхода из РСФСР. Да, из СССР. Соответственно, мы как можем... были, так и есть граждане СССР. Вот как бы мы ни крутили, как бы вот чтобы нам не выставляли, мы граждане СССР. В априори у меня даже в военном билете написано, что я являюсь, это бессрочный документ, подтверждающий личность гражданина Союза Советских Социалистических Республик. На основании этого единственная организация, которая дала статус человека, это профсоюз, Союз СССР. Она не только дала этот статус, но также и взяла определенные на себя гарантии и обязанности подтверждать этот статус во всех министерствах, ведомствах и на международном уровне. И на международном уровне. То есть заявили. Помимо вашего непосредственно профсоюзного билета, вам может быть предоставлено точно так же и положение, которое принял на себя профсоюз. Но об этом подробнее расскажет Сергей, потому что это инициатива его как председателя, и, соответственно, и исполняющим органом является тоже он. Пару слов об этом скажу. Значит, в любой группе, практически в любой группе ВКонтакте, где-то успел выложить, где-то не успел, но на основной группе ВКонтакте профсоюз Союз СССР Санкт-Петербурга в папке «Документы» есть данный документ. Положение номер 21. Называется «Статус человека», в котором все написано именно опираясь на Декларацию прав человека, на Конституцию Российской Федерации, ну, собственно говоря, вообще на жизнь. Просто очень долго думали, как же это правильно сделать. Сначала сделали суверенный многонациональный народ, что участники профсоюза имеют такой статус. Ну и дальше стали открываться новые файлы. Да, и пришло понимание, как сделать людей человеком, чтобы они не покупали где-то какие-то документы, подтверждающий статус человека, статус еще каких-то людей, статус человека СССР. То есть люди какие-то зарабатывали деньги на этом. То есть тут все очень просто. У вас есть профсоюзный билет, и он является подтверждающим документом, что вы являетесь участником профсоюза СССР, и тем самым вы являетесь человеком. На самом деле у меня совет, так как мы столкнулись с достаточно большим количеством препон, помимо профсоюзного билета, не поленитесь, пожалуйста, распечатайте положение номер 21. И оно будет гарантировать то, что вы являетесь человеком. Потому что есть официальная организация, которая признала вас в этом статусе. И плюс к этому мы же это все напечатали в официальной прессе. То есть в официальном СМИ данный документ, данное положение напечатано, и оно вступило в силу с момента его опубликования. Все
вы человек. И у вас есть теперь свободы. Это самое главное, что у вас в жизни должно быть, это ваши свободы и ваши права, как человека. Дышать, ходить, передвигаться. То есть прав человека очень много, они все прописаны в Декларации прав человека. Откройте ее, почитайте. Там все ваши права прописаны, как человека. Никто не вправе у вас забрать жизнь, никто не вправе вас ограничивать. Но так как мы живем в Российской Федерации, и у нас основополагающий закон это все-таки Конституция Российской Федерации, плоха она или хороша, это не важно, она есть. Но в ней как раз таки, я прошу прощения, перебью, в ней как раз таки во 2 статье и говорится, 2 статья Конституции Российской Федерации, человек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Вот чиновники, они нам служат с вами. И вот они обязаны. Понимаете, они обязаны служить. Наша с вами задача – помочь нашим чиновникам понять это, что они должны служить. Ведь они пришли на свои должности, выбирались служить народу, служить человеку. И вот как раз этим документом данные их обязательства и подтверждены. А это именно обязательство. Чиновников перед людьми. Да. Но давайте поговорим более подробно. Помимо 2 главы, помимо 2 статьи Конституции, точно так же есть и 2 глава. А вот 2 глава как раз и говорит о тех правах и свободах, которые дает статус человека. И если вы будете не против, информации достаточно много, она достаточно разнообразна, и чтобы не запутаться и преподносить вам информацию не только просто, но еще и достоверно, я все-таки буду пользоваться бумагой. Естественно, это невозможно учить наизусть. Давайте тогда начнем. На самом деле, давайте мы сделаем намного проще. Я буду зачитывать, а точнее оглавлять статью Конституции. Сергей мне поможет и будет ее просто зачитывать, и так будет всем проще. Я же буду ее комментировать. Давайте начнем со 2 главы, 25 статья Конституции. 25 статья Конституции. Она достаточно много чего объяснит, почему, например, силовые структуры должны подчиняться все-таки Конституции. 25 статья Конституции. Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным законом или на основании судебного решения. Никак по-другому. Вот как написано, так и понимается. И как раз 25-я статья Конституции в первую очередь гарантирует то, что без судебного решения проникнуть в жилище нельзя. То есть, поймите, статус человека обезопасивает не только вас, но и ваше жилище, а соответственно и тех людей, которые живут рядом с вами. Друзей, родственников, вашу семью в первую очередь. Точно так же давайте обратимся к статье 27 Конституции Российской Федерации. Я думаю, она вас очень сильно удивит. Статья 27. Часть 1. Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 2. Каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию. Насколько вы слышали, пункт 2
не налагает никаких ограничений на граждан и, соответственно, людей в Российской Федерации. Только на каждого. Да, на каждого. А кто такой каждый? А кто такой каждый? Я не знаю. Нет, я могу пояснить. Но это не гражданин и не человек. Нет, я могу пояснить достаточно просто. Если мы посмотрим оглавление второй части Конституции, там прописано достаточно четко, кого считать каждым. Глава 2. Права и свободы человека и гражданина. Соответственно, получив статус человека, вы точно так же имеете права и свободы. И в данном случае каждый человек или каждый гражданин. И другой интерпретации здесь быть не может, как я уже говорил до этого. Соответственно, данной статьей мы можем передать небольшой привет судебным приставам. Господа, если вы ограничиваете выезд граждан и людей за пределы Российской Федерации, вы хотя бы просматривайте Конституцию Российской Федерации, где не указаны обременения и какие-либо другие формы запрета на осуществление данного действия. Вы уж извините, но вы нарушаете Конституцию Российской Федерации. Соответственно, какое уголовное наказание за данное, я думаю, вы знаете сами. Мы им не подскажем, чтобы знали наши люди, какое уголовное. В данном случае нашим людям еще придется это доказать. И я думаю, что судебные приставы, как орган, который официально не зарегистрирован и не имеет никаких бумаг, я думаю, вряд ли подпадают. Ну, они тогда подпадают как бандформирование, что получается. Если на них нет ничего, но они же вооруженные люди, подождите. Имеют форму. Нет. О судебных приставах мы поговорим немножко позже. Я думаю, что мы точно так же проведем голосование, как и проводили его до этого. И расскажем о них немножко поподробнее. Но то, что они имеют оружие, то, что они имеют форму, это может быть как ЧОП, частное охранное предприятие. Или коллекторское Либо агентство. То, чем они занимаются, ближе к коллекторскому агентству. Юридическая форма та же. Условия действий те же. Поэтому разницы в данном случае я не вижу. Ну, мы сегодня говорим о человеке. Но мы сегодня общаемся немножко о другом. И, соответственно, давайте тогда затронем 29-ю статью, пункт 3. Я думаю, что это будет неплохой разгрузкой. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. 29 статья, часть 3. Понимаете, в данной статье говорится о том, что нельзя нам в голову заложить те нормы и те мысли, которые нам хотят донести. И точно так же нам разрешают инакомыслие или разрыв шаблона, как в данном случае. И, соответственно, разговоры о запрете или, например, те же самые репосты. Это, я так понимаю, привет Яровой? Нет. Нет? Для Яровой у нас есть отдельная статья, которая будет намного более расширена. Это в первую очередь о инакомыслии, то есть о репостах, о пабликах и тому подобное. Это ваши мысли, и вы их выражаете. И никто, в принципе, вам не запрещает. Но вы же их никому не навязываете. Вы просто выразили свою мысль. Вы их выражаете, не более того. Запомните, навязывание и выражение – это разные вещи. Это как граффити. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Да не нравится, как не Конрад Малевича. Кому-то нравится, а кто-то говорит, я такой за 5 минут нарисую. Да, все абсолютно верно. И давайте тогда вернемся к статье 29 и посмотрим пункт 5.
Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Так вот, это все к тому же самому вопросу. Скажите мне, пожалуйста, если Конституция Российской Федерации запрещает цензуру, почему паблики, репосты и тому подобное запрещены? Разве это не относится к средствам массовой информации? Разве интернет не признан средством массовой информации? Так почему же? Ну, кому-то Вы не нарушаете? нравится. Поймите, нравится, не нравится, Конституция одна. Кому-то, видимо, очень не нравится, когда его обличают, либо выставляют на вид что-то, да, что вот не хотелось бы этим чиновникам видеть. И они, наверное, придумали груду законов, которые вдруг начали подменять Конституцию. Да, это очень похоже на то. Подпункты, пункты. В данном случае давайте рассмотрим, как тут уже упоминался непонятный квадрат Малевича. Кому-то нравится, кому-то не нравится.